История механизации сельского хозяйства неразрывно связана с изобретениями. Одним из них стал мотокультиватор. Эксперименты по его созданию были начаты в 1910 году, а уже в 1920 появились и первые серийные модели. Среди пионеров были такие компании, как Gravely, Ariens и, конечно же, Siemens. Друзья, всем привет! Это 56-й выпуск серии Pro, и сегодня мы говорим про мотокультиваторы и мотоблоки. Создание отдельного класса компактных сельхозмашин стало возможным благодаря изобретателю по имени Конрад фон Мейенбург. В 1912 году он получил патент, на основе которого немецкой компанией Siemens был построен первый электрический трактор с активной фрезой, получивший название Siemens Фрез Трактор. Немного поэкспериментировав, инженеры пришли к выводу, что электрическая тяга такой машине не подходит, и перешли на двигатели внутреннего сгорания. В течение 8 лет велись эксперименты с приводом, трансмиссией, ножами, но к концу десятилетия стало ясно, что рынок требует принципиально новых решений. И в 1920 году по системе фон Мейенбурга была создана первая компактная садовая фреза, получившая название Siemens K1. Она оснащалась четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 3 лошадиных силы и весила более 170 кг. Охлаждение принудительное воздушное. Количество передач 2. Максимальная скорость движения 1,9 км в час. Производилась модель 2 года, и за этот период было изготовлено 700 экземпляров. Позже ее сменили Siemens K3, Siemens K4 и Siemens K5. K5, как сейчас принято говорить, стал флагманом компании. Выпускавшийся с 1928 по 1932 год, он оснащался 5-сильным бензиновым двигателем, 70-сантиметровой фрезой и весил 250 кг. Культиватор использовался не только для обработки почвы, но и для привода различных устройств, например, дождевальных машин. Параллельно с немецкими коллегами работы над малой садовой техникой проводил и американский инженер-изобретатель Бенджамин Франклин Грейвли. Свои эксперименты он начал в 1916 году, соединив в единую конструкцию детали от мотоцикла и ручной плуг. В результате получилось устройство, известное сегодня как Gravely Model D. Мощность мотокультиватора 2,5 лошадиных силы. Масса 86 кг. При стоимости в $150 новая сельхозмашина быстро обрела популярность и продавалась не только на территории США, но и в странах Центральной Европы. Период производства 1922-1927. Общее количество экземпляров около 2000 штук. Centaur Model 2G – это не совсем мотокультиватор, но учитывая, что в те времена подобных классификаций и не существовало, думаю, в этом видео я могу рассказать и о нем. Мощность машины 12 лошадиных сил, масса 550 кг, максимальная скорость 3 км в час. Centaur 2G был разработан в 1927 году и сразу же стал хитом. Водяное охлаждение, двухскоростная трансмиссия, регулятор оборотов двигателя и вал отбора мощности – решения, доступные далеко не всем тракторам того времени. Он применялся для вспашки, баранования, обработки культур и сбора урожая. В источниках указано, что Centaur 2G был очень экономичным и мог работать на нескольких галлонах бензина весь день. Галлон, если что, это чуть меньше 4 литров. Период производства с 1927 по 1937. Количество произведенных машин неизвестно. Идея размещения двигателя внутри колеса в начале 20 века была довольно популярной. Параллельно с Gravely подобные машины разрабатывала и American Farm Machinery Company. В 1928 году они выпустили мотокультиватор Kincade Model K. Масса машины 136 кг, мощность 3 лошадиных силы.
Вообще, расположение двигателя внутри колеса дает в буквальном смысле ощутимое преимущество – низкий центр тяжести. Культиватор не стремится перевернуться вперед или назад, да и от сваливания на бок его удержать тоже несложно. Для работы с плугом на правую сторону устанавливалось дополнительное опорное колесо. Однако нижнее расположение двигателя отрицательно сказывалось на его ресурсе. Он буквально дышал пылью и землей. Основное назначение машины – обработка небольших садовых участков. Период производства – 1928-1935. Количество выпущенных машин – около 5500 штук. В 1929 году производитель малолитражных двигателей Standard Engine Company решила вложиться в производство садовых машин и создала дочернюю компанию Allied Motors Corporation. Уже в 1930-м из ее цехов вышел новенький мотокультиватор под названием Standard Twin. Он оснащался двухцилиндровым 3,5 сильным двигателем собственной конструкции и имел две скорости вперед и одну назад. Масса машины 270 кг. Максимальная скорость движения 5 км в час. Одной из наиболее необычных и потенциально опасных особенностей было рулевое управление. Для поворота мотокультиватора применялись раздельные тормоза. При этом, когда одно колесо останавливалось, второе начинало вращаться в 2 раза быстрее. Это требовало от оператора особых навыков и осторожности при маневрах, особенно если он сидел на прицепном адаптере. Линейка навесного оборудования Standard Twin включала в себя плуги, культиваторы, дисковые бороны и различные косилки. Данная модель производилась без изменений практически 30 лет, что ее и погубило. К началу 60-х годов рынок заполнился более современными устройствами, и Standard Twin отправился на покой. В 1935 году свою первую двухколесную садовую машину выпустила компания Gravely. Она получила обозначение Model L и оснащалась одноцилиндровым пятисильным бензиновым двигателем, двухскоростной трансмиссией и валом отбора мощности. Техника была способна пахать, косить, перевозить, культивировать и сеять, а также толкать или перекидывать снег и приводить в действие стационарные машины. Выбор навесных орудий был настолько огромен, что маленький Gravely Model L буквально превращался в механизированную версию швейцарского армейского ножа. Это был не просто прогресс. Для индустрии это был квантовый скачок вперед. В таком виде машина производилась 40 лет, меняясь в основном только в части двигателя. Сначала его мощность возросла до 6 лошадиных сил, затем и до 7,5. В начале 70-х производство Gravely переехало на новый завод, где он получил другой капот и усиленную трансмиссию. Производился Model L до 1976 года. Как бы ни были хороши новые компактные садовые машины, их слабым местом являлся двигатель. Маленькие колеса тонули на мягких грунтах и не могли справиться с тяжелыми почвами. Решить эту проблему взялась Uindolf Tractor Company из штата Орегона. В 1952 году они разработали экспериментальный гусеничный мотоблок, получивший название Uindolf Chain Tread. Масса около 150 кг, мощность 7 лошадиных сил. Количество передач – 1 вперед и 1 назад. Сцепление ременное. Эта техника отлично чувствовала себя на любом покрытии и применялась для вспашки и культивации садовых участков, работы в питомниках и теплицах, а также для транспортировки легких грузов и уборки снега. Однако машина получилась слишком дорогой, да и к тому же гусеничный двигатель требовал постоянного ухода и регулировок. Так что, несмотря на очевидные преимущества, Uindolf Chain Tread популярным не стал. В 1960 году немецкая компания Agria выпустила компактный одноколесный мотокультиватор Baby 2100. Мощность 4,5 лошадиных силы. Сцепление сухое многодисковое. Трансмиссия в зависимости от версии одно- или двухскоростная.
Машина использовалась для возделывания овощных культур, обработки садов и виноградников и была популярна не только в Германии, но и во Франции, Испании и других европейских странах. Baby 2100 был надежным, экономичным, универсальным и производился до середины 70-х годов. Сегодня его место занимает модель Agria 3100. Компания Honda свой первый мотокультиватор выпустила в конце 50-х, однако существенный прорыв случился только в 1961. По словам разработчиков, модель Honda F190 была спроектирована так, чтобы опередить своих конкурентов минимум на 10 лет вперед, и это у них получилось. Сердцем F190 стал одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 6 лошадиных сил. Причем расположен он был вверх ногами. Как пишут в источниках, такое решение было продиктовано условиями работы на рисовых полях. Высокое расположение вентилятора охлаждения, установленного на коленчатом валу, минимизировало риск попадания влаги и пыли в подкапотное пространство машины. При создании Honda F190 упор делался на надежность и простоту использования. Для компании было важно, чтобы обработку земли могли производить не только подготовленные фермеры, но и люди без опыта. Для этого мотокультиватор оснащался автоматическим сцеплением, амортизаторами руля и мощной фарой. В марте 1963-го Honda выставила модель F190 на международной выставке в Париже и сразу же покорила европейский рынок. Очень скоро красные машины работали практически на всех полях. Разработанный немецкой компанией Bungartz мотокультиватор Bungartz F6 представлял собой тяжелую одноосную сельскохозяйственную машину, предназначенную для профессионального использования в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве. В зависимости от комплектации он оснащался бензиновым или дизельным двигателем, полностью зубчатой трансмиссией и безупречно справлялся даже с самыми тяжелыми почвами. Масса около 130 кг, мощность 7 лошадиных сил. Среди навесного оборудования были фрезы, окучники, плуги, картофелесажалки, копалки и многое другое. Производство модели продолжалось с 1963 по 1992 год, и благодаря высокой надежности и простоте конструкции она остается популярной в Европе до сих пор. Советский Союз разработку одноосных садовых машин начал в конце 70-х. Однако первый серийный мотокультиватор был выпущен только в 1983. Им стала копия японской модели Исеки AS1, получившая название Крот МК-1. Мотокультиватор оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 2,6 лошадиных сил, ременным сцеплением и простым понижающим редуктором. Передач там нет. Включаем сцепление, крот едет вперед. Выключаем, не едет. Стандартный комплект включал в себя набор Г-образных фрез, обеспечивающих ширину захвата около 60 см. Для тяжелых почв наружные секции рекомендовалось снимать. Помимо фрезерования, мотокультиватор применялся для вспашки, окучивания, выкапывания картофеля и даже сенокоса. Для этого впоследствии были выпущены специальные металлические колеса и набор соответствующих орудий. Если у кого-то такие были, расскажите о своих впечатлениях. В середине 1980-х Санкт-Петербургский завод «Красный Октябрь» освоил выпуск одноосных садовых машин, получивших название «Нева МБ-1». Примерно в это же время в русском языке появилось и понятие «мотоблок». И хотя устанавливающей разницу между мотокультиватором и мотоблоком классификации до сих пор нет, Нева стал именно мотоблоком. Мощность первого двигателя 4 лошадиных силы. Количество передач 2 вперед и 1 назад. Максимальная глубина обработки 20 см. Мотоблоки использовались для вспашки, культивации, рыхления, кошения травы и многого другого. Они могли толкать или перекидывать снег и тащить прицеп массой до 400 кг.
В 90-х Нива стали комплектоваться пониженной передачей и двигателями американского производства. Их линейка расширилась, и некоторые модели продолжают производиться до сих пор. История развития малой садовой техники – это история о том, как из необходимости рождаются инновации, как небольшие предприятия могут создавать большие продукты и как одна конкретная технология может трансформировать целые отрасли. Описанные сегодня машины, конечно, не единственные. А какие используете вы? Поделитесь в комментариях. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.